天的修为，比穆老还要高出一筹。这次的圣战，一号，快走开！薛老主人若不想上下，没办法了。我不怕他。Ребята, сейчас у меня нет возможности озвучивать самому, поэтому пользуюсь другой озвучкой. Надеюсь на ваше понимание и поддержку. Но если вам такое не нравится, то пока сделаю паузу в роликах на этом канале. Напишите в комментариях, продолжать ли выпускать видео по боевому континенту, либо трон отмеченному богом, либо пожиратель звезд. Спасибо за то, что вы были со мной на протяжении более 500 роликов. Хо Юйхао получил 7-е кольцо от 100-тысячелетнего тирана Злого Глаза. Атака зверей на Академию Шрека продолжается. В трейлере показали Ди Тяня, огромного дракона, что противостоит Сюань Ци в форме быка Тауте. Что же нас ждет? Хо Юйхао только-только победил тирана Злого Глаза и успел вылететь прочь, как вдруг над лесом разнесся громовой вопль. Разъяренный отец тиранического Дурного Глаза искал убийцу своего сына. Этим существом оказался злой император, диктатор леса зла и один из сильнейших духовных зверей на континенте. От ментального крика вся местность начала искажаться. Многие духовные звери падали на землю, не выдержав ментального давления. Хо Юйхао понял, что тиранический Дурной Глаз говорил правду, его отец действительно существовал и уже проснулся. Из глубин леса поднялся гигантский кроваво-красный столб света, который окрасил все небо. На его вершине появился огромный кровавый глаз. Через этот глаз злой император начал искать следы сына. Он использовал ментальные волны, чтобы найти остатки энергии в кольце, которое Хо Юйхао поместил в свой инструмент. Хо Юйхао понял, что его раскрыли. Он пытался замаскироваться с помощью имитации и духовного вмешательства, но этого оказалось недостаточно. Красный луч света, испущенный глазом в небе, обрушился на место, где он находился. Удар был сокрушительным, вся местность в радиусе 1000 метров была уничтожена. Лес, земля, растительность – все исчезло. Казалось, что там ничего больше не выжило. Хо Юйхао. Он был жив, хоть и истощен. Тело еле держалось, но он выжил. Он спасся только благодаря кости черепа, полученной от Ван Цюэр. Эта кость давала ему способность ментальной невосприимчивости, возможность трижды в день игнорировать любую ментальную атаку. Именно она спасла его от яростной атаки злого императора. А поглощение черепной кости тирана Злого Глаза помогло немного восстановить силы, но ему нужно было срочно уходить. Он активировал свой серебряный наруч, часть духовного костюма, который усиливал защиту и скорость. Этот костюм был создан специально для него Сюань Цивеном и включал в себя миниатюрные источники энергии. Хо Юйхао мчался прочь, полон решимости как можно быстрее покинуть лес и найти безопасное место, чтобы поглотить кольцо и официально стать мастером с 7 кольцами. В это время в клане Тан Бэй-Бэй был в ярости. Уже 3 дня назад вернулись все остальные, но о Хо Юйхао не было никаких вестей. Он должен был добраться до них раньше, но пропал. Ни в секте Тан, ни в Академии Шрек не знают, где он. А тем временем напряженность между Империей Солнца и Луны и остальными государствами нарастала. Бэй-Бэй знал, Хо Юйхао важнее любых заложников, и исчезновение младшего брата вызывало у него огромную тревогу. На южной стороне города Шрек начинает надвигаться огромное черное облако, предвестник массового вторжения духовных зверей из Великого Звездного Леса. Несмотря на долгие годы мира, город Шрека быстро мобилизовал свою оборону. Мастера духа, обычные солдаты, студенты Академии Шрек и преподаватели занимают боевые позиции, готовясь к сражению. Впереди волны зверей появляется бог зверей Ди Тянь, и его армия из более чем 100 тысяч зверей выстраивается с ужасающей дисциплиной.
Это необычная атака, все указывает на то, что речь идет о полномасштабной войне. На городскую стену прибывают старейшины павильона морского бога, включая старейшину Сюана, одного из сильнейших духовных мастеров. Он поднимается в небо, чтобы встретиться с Дитянем и узнать причину нападения. Дитянь обвиняет людей в том, что они не прекращают охоту на духовных зверей. Но истинная причина вторжения – гибель трехглазого золотого льва, императорского зверя, важнейшего существа для всего леса. Дитянь утверждает, что лев стал духовным кольцом человека и обвиняет в этом Академию Шрека, а точнее ученика по имени Хо Юйхао. Старейшина Сюань потрясен. Он знает, насколько важен был трехглазый золотой лев, и догадывается, что Хо Юйхао мог быть тем человеком, которому зверь доверился. Но он отказывается выдать своего ученика и решил защищать город любой ценой. К слову, Хо Юйхао сейчас и не было в Академии, потому что он охотился на злого глаза. Армия духовных зверей подошла к стенам города Шрека. В первых рядах шли десятилетние и столетние звери, не самые сильные, но использовавшиеся как пушечное мясо. Однако с городских стен в их сторону полетели залпы пушек божественного арбалета Джуге 6-го класса. Это был первый массовый залп, и воины города Шрек были потрясены их мощью. Однако внезапно над армией зверей поднялась фигура. Это была Би-Джи, изумрудный лебедь. Ее появление принесло с собой сияние жизни. Под ее светом раненые звери исцелялись, а духовные кости, уже покинувшие тела павших, растворялись, усиливая ее ауру. Вскоре звери вновь вставали и продолжали наступление. Она не поддерживала нападение, но теперь заявила, что будет сражаться, потому что люди с каждым днем становились все более опасными. Разрушительное оружие стало угрозой выживанию всего звериного мира. Старейшина Сун 97 уровня, одна из сильнейших защитниц Шрека, взлетела в небо. Она узнала Би-Джи, ту самую добрую из всех зверей, целительницу, которая никогда не сражалась. Но сейчас она задалась вопросом: если звери так ценят свои жизни, ценят ли они и жизни людей? Шрек защищался, а не нападал. Старейшина Сун атаковала, но ее остановил фиолетовый свет. Атака Дитяня, лидера духовных зверей и первого среди 10. Его сила была непреодолима. Даже старейшина Сюан, сражавшийся в небе, был повержен и рухнул с небес, пораженный мощной энергией. Когда Дитянь бросился добить старейшину Сюана, на небе вспыхнул золотой свет. Это был титулованный драконий бог Му-Эн, бывший лидер 7 монстров Шрека. Хотя он уже погиб, часть его души и сил сохранилась. Он спас Сюана, а затем ударом отбросил Дитяня. Их силы уравнялись в воздухе, и весь мир замер, наблюдая за этим противостоянием. Му-Эн напомнил, что Шрек нельзя оскорблять, что все 7 монстров стали богами, и даже после смерти он будет защищать город. Дитянь удивился, он не верил, что Му-Эн еще способен сопротивляться. Он сказал: «Чего мне бояться? Я уничтожу твою душу, чтобы отомстить за трехглазого золотого льва». Однако даже он почувствовал сдерживающую силу, исходящую от золотого дракона. Дитянь – могущественное существо с совершенствованием в 800 тысяч лет и силой, почти достигающей божественного царства. Для сдерживания Дитяня старейшина Му-Эн перед своей смертью сделал ставку на Сюань-Ци, обладающего неполной родословной 5-го сына драконьего бога Таоте. С помощью духовной силы Му-Эна, силы золотого дерева, древнего артефакта, охраняющего город Шрек, и родословной Таоте, старейшина Сюань трансформируется в подобие Таоте. Эта форма обладает родословной, превосходящей Дитяня, что позволяет остановить его мощную атаку. Однако вместе с этим исчезает защита золотого дерева, что открывает путь остальной армии духовных зверей.
Академия Шрека и армия мастеров духа вступают в активную оборону, используя пушки божественного арбалета Джуге, ударные и зажигательные бомбы, защитные барьеры и стационарные духовные пушки. На передовой действует секта Тан во главе с Бэй-Бэем. Хо Юхао на данный момент отсутствует, его ждут, надеясь, что он поможет в дальнейшем ходе сражения. Битва продолжается. Первая волна духовных зверей отбита, но угроза остается, ведь главные силы леса еще не вступили в бой. Что произойдет дальше? Рассмотрим в будущих видео, а с вас лайк, комментарий и подписка. Это лучшая поддержка. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока!